Убедившись, что ванная пуста, Джейкоб быстро установил камеру. Всего через несколько минут он уже вернулся в свой кабинет и просматривал записи с камер наблюдения на своем экране. Очень быстро он увидел, как женщина вошла в ванную и сделала что-то неожиданное. Очевидно, она понятия не имела, что ее записывают. Джейкоб побледнел, увидев, что сделала эта женщина. Глаза Джейкоба расширились, когда он уставился на экран, и у него перехватило дыхание. Он немедленно вскочил и побежал в ванную, желая застать эту женщину на месте преступления. Он пока не мог вызвать полицию, ему нужно было поймать ее с поличным. Он вбежал туда так быстро, как только мог, но когда он распахнул дверь женского туалета, там было пусто. Где она? Я не могу позволить ей сбежать. Она ушла. Он поспешил обратно в ванную, желая рассмотреть ее получше. Зачем она пришла сюда? Видите ли, когда она вошла в туалет, у нее в руках была сумка. Сначала Джейкоб подумал, что она просто случайная гостья и не имеет никакого отношения к тому, что, как он подозревал, происходит. Но он понял, что она должна быть как-то связана со всем этим, когда увидел, как она достает пистолет из своей сумки. Итак, он ворвался в кабинку, куда, как он видел, всего несколько минут назад вошла женщина с пистолетом в руке. Но там не было видно ничего странного. Джейкоб вернулся в свой кабинет. Он еще раз просмотрел запись с камеры наблюдения, просто чтобы убедиться, что с первого раза все увидел правильно. На этот раз Джейкоб не торопился, поэтому он поставил видео на паузу и увеличил изображение предмета в руках женщины. Было очевидно, что это пистолет. Он наблюдал, как женщина вошла в кабинку и вышла без оружия всего через 2 секунды. Она даже не заперла дверь, когда была внутри. Видите ли, причина, по которой он вообще повесил камеру, в первую очередь заключалась в том, что он подумал, что происходит что-то странное. Странные люди начали приходить на эту заправку, не заправляя свои баки и даже ничего не покупая, а просто чтобы сходить в туалет. Джейкоб некоторое время пытался не обращать внимания на подозрительных посетителей, но больше ничего не мог с собой поделать. Он был уверен, что они замышляют недоброе. Вернувшись в свой тесный кабинет, Джейкоб прокрутил запись с камер наблюдения с растущим чувством страха. На зернистом экране фигура, закутанная в черное, двигалась с жуткой целеустремленностью. Джейкоб решительно сжал челюсти, выключая монитор. Он должен был узнать правду, должен был раскрыть, кто стоит за этим. Глубоко вздохнув, он принял решение. Пришло время действовать. Джейкоб начал свои расспросы с непринужденным видом, болтая с завсегдатаями под видом беседы. Он выискивал любые странности, которые они могли заметить. Его тон был легким, но мысли лихорадочно метались. Среди обрывков сплетен и настороженных взглядов постоянно всплывала одна деталь — странная машина, всегда припаркованная вне поля зрения. Несколько завсегдатаев вполголоса рассказывали о ночных посиделках в закусочной через дорогу. Они говорили о незнакомцах, скрытых анонимностью темноты, об их бизнесе, который неизвестен, но их присутствие выбивает из колеи. С каждым кусочком информации Джейкоб чувствовал, как кусочки головоломки встают на свои места. В тишине своего кабинета Джейкоб начал составлять список. Когда луна поднялась выше, на стоянку бесшумно въехала машина. Джейкоб напрягся, у него перехватило дыхание. Каждое наблюдение было жизненно важной подсказкой, частью загадки, которую он был полон решимости разгадать. У этих темных фигур был ключ, и Джейкоб был полон решимости раскрыть их секреты. С приближением рассвета тяжесть ночи взяла свое. Тело Джейкоба болело от многочасовой неподвижности, его глаза горели от постоянной бдительности.
Соблюдая осторожную дистанцию, Джейкоб следовал за одним из подозреваемых, сливаясь с окружающей средой. Подозреваемый двигался с определенной целью, которая еще больше разожгла любопытство Джейкоба. След закончился у зловещего склада на окраине города. Его полуразрушенный внешний вид скрывал сделки внутри. Джейкоб наблюдал, как подозреваемый проскользнул через боковой вход, дверь тихо закрылась за ним. Со своего скрытого наблюдательного пункта Джейкоб наблюдал, как собираются темные фигуры. Между ними произошел короткий и молчаливый обмен репликами. Поразительно, но среди них был мистер Брукс. Его поведение разительно отличалось от дружелюбного босса, которого знал Джейкоб. Осознание поразило его, как физический удар, последствия вызвали волну ужаса в его сознании. Когда цифры разошлись, в голове Джейкоба поднялась буря-сеть, секретность, роль его босса. Это было ошеломляюще. Джейкоб предпринял практические шаги, чтобы обезопасить себя. Он изменил свой распорядок дня и стал более непредсказуемым в своих движениях. Он также начал вести записи и документировать все. Как только Джейкоб потерял бдительность, мир погрузился в хаос. Что-то с силой ударило его сзади, заставив растянуться на земле. Нападавший был размытым пятном бури и насилия. Джейкоб откатился в сторону, едва избежав второго удара. Нападение было не просто сообщением, это было четкое заявление о намерениях. Среди этого хаоса появилась зацепка, которая представила таинственную женщину в новом свете, забытая деталь, проблеск чего-то знакомого. Это намекало на ее истинную роль в этой смертельной игре. Мозг Джейкоба яростно работал, собирая воедино разрозненные впечатления. Кем она была на самом деле и каков был ее финал. Тщательно спланировав, Джейкоб приготовился перехватить следующую тайную передачу. Он знал о риске и понимал, в какую опасную игру играет. Когда фигуры удалились, Джейкоб двигался с отработанной скрытностью. Он добрался до тайника и нашел сверток. Быстрыми, осторожными движениями он заменил его приманкой точной копией, предназначенной для того, чтобы выиграть время. Его руки дрожали от избытка адреналина, когда он клал в карман настоящую посылку, осязаемый символ его смелости и отчаяния. В безопасности своей тускло освещенной комнаты Джейкоб вскрыл посылку. Внутри он обнаружил целую кипу документов, каждый из которых был важной частью криминальной головоломки, которую он распутывал. Среди документов был список, подробная бухгалтерская книга контактов и транзакций. Джейкоб просмотрел имена, некоторые были знакомы, другие неизвестны. В голове Джейкоба вихрем проносилась стратегия, когда он планировал свой следующий шаг. Он решил использовать приобретенный пакет в качестве приманки, расставив ловушку для тех, кто был вовлечен в преступную деятельность. С осторожностью Джейкоб распространял крупицы информации и хлебные крошки, ведущие к пакету. Ловушка была расставлена, приманка вытащена, и все, что он мог сделать, это приготовиться к надвигающейся конфронтации. Они заглотили наживку. Подозреваемые собрались на месте, их движения были осторожными, но решительными. Джейкоб наблюдал из своего укрытия. Его сердце бешено колотилось в груди, когда они обнаружили приманку. Замешательство сменилось гневом, было вытащено оружие, и голоса повышались по мере эскалации противостояния. Что-то изменилось. Подозреваемые начали спорить между собой, их единство пошатнулось. Джейкоб воспользовался моментом, выйдя из тени, чтобы противостоять им. Джейкоб и подозреваемые столкнулись лицом к лицу, ни одна из сторон не желала отступать. Мысли Джейкоба метались в поисках преимущества, способа разрядить ситуацию без кровопролития. Это было хрупкое равновесие. Одно неверное движение могло привести к катастрофе. Во время хаоса появился удивительный союзник, женщина, ранее окутанная тайной, раскрыла себя как тайный агент. Джейкоб был застигнут врасплох,
кусочки головоломки, наконец, встали на свои места. Ее признание изменило динамику, обеспечив проблеск надежды среди противостояния. Она была не врагом, а партнером в стремлении к справедливости. Самым большим потрясением стало то, что босс Джейкоба, мистер Брукс, был разоблачен как ключевой игрок преступного сообщества. Человек, которого он знал и на которого работал, был неузнаваем фасад, скрывающий темное криминальное нутро. По мере того, как раскрывалась правда, фасад преступников начал рушиться, начались междоусобицы и паника, их планы трещали по швам. Кульминационный момент наступил с воем сирен и миганием огней. Полиция, вооруженная необходимыми доказательствами и свидетельскими показаниями, ворвалась, чтобы произвести аресты. На членов преступной группировки одного за другим надевали наручники и зачитывали их права. Джейкоба охватило облегчение, когда он понял, что все кончено. Справедливость, наконец, восторжествовала. В наступившей тишине Джейкоб обнаружил запись, оставленную агентом под прикрытием. Его руки слегка дрожали, когда он нажал кнопку воспроизведения, голос агента заполнил комнату. Голос агента был спокойным, рассказывая о ее миссии и роли, которую Джейкоб непреднамеренно сыграл. Она признала опасность, с которой он столкнулся, и проявленное им мужество. Ее слова благодарности были искренними, она признавала принесенные им жертвы. Джейкоб слушал, испытывая смешанные эмоции. Ее признание было бальзамом на раны, которые он получил как физические, так и душевные. Сообщение закончилось, и Джейкоб сидел в тишине. Путешествие было долгим, полным опасности и неопределенности. Он размышлял о событиях, решениях, которые он принимал, и людях, с которыми сталкивался. Пришло время закрыть эту главу, исцелиться и перестроиться заново. Пережитое изменило его, но он был готов двигаться вперед, снова обрести покой и цель. Джейкоб отъехал, увидев в зеркале заднего вида заправочную станцию. Перед ним расстилалась дорога, ведущая к новым горизонтам и новым возможностям. Он ощутил чувство свободы, тяжесть спала. Будущее было неопределенным, но его это не пугало. Его путешествие только началось, путь к исцелению, к новому началу. Впереди взошло солнце, возвещая рассвет нового дня.